Семиклассница ростом 162 сантиметра подняла свой учебник физики массой 315 грамм на высоту 1,94 метра над полом. Чему равна потенциальная энергия книги относительно пола, относительно макушки девочки? Как нам известно, первый рост H1 будет равно 162 сантиметра. Масса учебника 315 грамм. И вторая высота, на которую подняли H2, равно 1 метр 94 сантиметра. Чему равна потенциальная энергия относительно пола, относительно макушки девочки? Потенциальная энергия равна mg(h), это известно. Потенциальная энергия относительно пола будет относительно H2. W2 будет равно mgh2. Ну, относительно макушки будет равна разнице. Это если возьмут, это будет потенциальная энергия относительно H1, естественно, выше будет H2. Так, потенциальная энергия относительно макушки будет равна тоже mg, и только H2 минус H1. А теперь просто подставляем все эти значения и посмотрим, что получим. Итак, потенциальная энергия относительно пола будет равна относительно этой высоты 1,94. Записываем. Сразу в килограммы превратим 0,315 килограмм умножить на 9,8 метра за секунду в квадрате и умножить на 1,94 метра. Что здесь получаем? Килограмм на метр на секунду в квадрате – это ньютон, и умножить на метр – это джоуль. Получаем 5,988 килограмм на метр на секунду в квадрате. И на метр, либо 5, приблизительно 99 джоуль. Потенциальная энергия тела, в данном случае книги, на высоте H2, 1,94. Теперь посмотрим, какая разница потенциальной энергии от этой точки до самой высокой, до 1,94. Так, W будет равна та же самая масса, 315 килограмм, умножить на 9,8 метра за секунду в квадрате и умножить на разницу высот. Одна высота 1,62, вторая 1,94. Разница высот будет 0,32 метра. Опять же, также получаем килограмм на метр на секунду в квадрате, это ньютон, и умножить на метр, это джоуль. Получаем 0,99 ньютон на метр или 0,99 джоуль. Итак, у нас будет V2 равно 5,99 джоулей на максимальную высоту, которую я поднял. Это разница высот W равно 0,99 джоулей.